Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядь Миша. Друзья, в этом году мы были в Туле, где посетили мастер-класс по приготовлению тульского пряника. Я вам обещал найти рецепт и приготовить. Секретов, конечно, теста нам никто не рассказал. Потому, если вы хотите узнать рецепт, то я найду рецепт хорошего теста, поэкспериментирую, правда, если доску куплю. И рецепт вы найдете на нашем канале Бурмикс. Обязательно подписывайтесь. Как мы выяснили на мастер-классе, что тульский пряник невозможно приготовить без тульского воздуха. А посему я готовлю тульский пряник, но на камчатском воздухе. То есть у нас будет тульско-камчатский пряник. Готовим! Вначале приготовим духи для пряников. Для этого потребуется 1 грамм сушеного имбиря, 1 грамм душистого перца, 1 грамм мускатного ореха, полграмма зерен кардамона, 2 грамма бадьяна и полграмма гвоздики. Все эти специи перекладываем в кофемолку и перемалываем в порошок. Если у вас нет кофемолки, можете это сделать в ступке. Вот такой порошок получается. Также для духов нужен будет 1 грамм лимонной цедры. При помощи вот такой мелкой терки счищаем цедру. Пряности готовы, подготавливаем муку. Для этого в глубокую чашу просеиваем ржаную муку. К ней просеиваем пшеничную муку. Хорошенько перемешиваем. И перекладываем в другую чашку 150 граммов муки. Она нам потребуется для заварки. А в оставшуюся часть добавляем соду и еще раз хорошенько перемешиваем. Из подготовленной мучной смеси отбираем 50 грамм на подпыл. С мукой разобрались, готовим заварку. Для этого я рекомендую использовать вок. Всыпаем в него сахар, добавляем воду и, конечно же, мед. Варим сироп на среднем огне до полного растворения сахара и до тех пор, когда пойдут вот такие пузырьки прям со дна. До кипения не доводим. Как только это произошло, сразу убираем сироп с плиты. Добавляем в него 1,5 ложки сухих духов и 1 грамм цедры. Перемешиваем, чтобы специи разошлись по сиропу. И сразу в горячий сироп всыпаем 150 граммов муки, которую мы оставили для заварки. Хорошенько перемешиваем до однородности. Ждем, когда заварка остынет до комнатной температуры. Затем сюда добавляем мягкое сливочное масло комнатной температуры. Вбиваем 1 яйцо и тщательно перемешиваем до однородности. Должна получиться вот такая масса. Затем сюда всыпаем половину оставшейся муки. Перемешиваем. Затем добавляем оставшуюся муку. Вымешиваем. Когда тесто вобрало в себя всю муку, присыпаем стол мукой, вот теми 50 граммами, которые мы оставляли. И выкладываем сюда тесто. Продолжаем замес руками. Тесто получается плотное, но эластичное. С ним очень приятно работать. Тесто подкатываем в шар и сразу же подготавливаем форму для печатного пряника. Сбрызгиваем ее растительным маслом. Руками хорошенько обмазываем форму, чтобы пряник потом легко выходил из нее. У меня эта форма 12 на 16 сантиметров. Для нее от большого куска теста отрываем кусочек весом 140 граммов. Разминаем его, делим на 2 части, треть оставляем, а 2/3 подкатываем в колбаску и начинаем вот таким образом разминать от центра к краям подушечками пальцев. Затем в центр выкладываем повидло. У меня сегодня клюквенное. Повидло не должно быть жидким. Затем берем часть, которую мы отставили в сторону, разминаем руками, накрываем пряник вот таким образом и хорошенько сцепляем края. Вначале вот так, а потом поджимаем вниз, как бы утрамбовывая по краю. Затем выравниваем. Сверху можно пройтись скалкой. Сильно не нажимайте, не надо. И затем, чтобы пряник извлечь из формы, нужно от края вот таким образом отодвинуть тесто. Делайте это аккуратно, но уверенно.
сразу переносим на противень. Нужно пару раз стукнуть, и тесто под своим весом само выйдет. А вот с маленькими пряничками делаем так. Подушечкой ладони нажимаем вот таким образом, подцепляем пальцами и вынимаем пряник. Тоже перекладываем на противень. Противень с подготовленными пряниками отправляем в духовку, разогретую до 230-250 градусов, нагрев вверх-вниз, и выпекаем ровно 3 минуты. Через 3 минуты открываем духовку, выпускаем лишний жар, температуру уменьшаем до 170 градусов, закрываем духовку и выпекаем еще минут 10. Время может увеличиться, так как размер пряников разный и духовки работают по-разному. Мне же потребовалось всего 10 минут. Достаем пряники из духовки, перекладываем их на решетку и ждем, когда они полностью остынут. Пока пряники остывают, подготовим белковую глазурь. Для этого в глубокую чистую чашу отделяем белок, взбиваем его до пены, добавляем 5 столовых ложек сахарной пудры, взбиваем, чтобы получилась вот такая гладкая текстура. До устойчивых пиков взбивать не надо. И теперь берем поролоновую губку, либо, как я, взял кусок марли, свернул ее в форме тампона. Теперь тампон аккуратно смачиваем в глазури, излишки убираем о стенку и промакивающими движениями наносим глазурь на пряник. И у нас получается вот такой выделенный белым цветом рисунок. Пряники готовы, осталось только попробовать. Давайте посмотрим, что у них внутри. Пряник очень мягкий, режется очень хорошо. С джемом все в порядке. Пробуем. Ну вкуснота же! Друзья, кто смотрел наши видео из отпуска, те знают, что я проводил дегустацию тульских пряников. И я скажу, если бы вот такой пряничек был бы в Туле, то он бы занял первое место. Пряник великолепный, специи шикарнейшие, тесто обалденнейшее, мягкие, вкусные. Ребята, обязательно приготовьте и порадуйте своих родных и близких. Пускай ваш пряник будет с вашим городским любимым воздухом. И я вам отвечаю, он будет вкуснее любого пряника. Готовьте! Бор.